Семья принимает в свой дом собаку, как обычно это происходит. Кто-то неторопливо и дотошно расспрашивает знакомых и незнакомых людей о достоинствах породы, привычках, особенностях поведения и рисках, подстерегающих хозяев. Кто-то, долго не думая, отправляется к заводчику или в зоомагазин и тут же, по внезапному порыву души, выбирает себе четвероногого питомца. Так или иначе собака куплена, принесена домой и постепенно становится полноценным членом семейства. Но не странно ли, что для некоторых хозяев их пес ласковый, добрый, безмерно преданный и любящий подобен очередной игрушке, забаве? Любуясь на пса и гордясь его успехами, такие люди ценят в первую очередь собственный комфорт. Им, по большому счету, дела нет до питомца. Это именно им, а совсем не собаке, нужны похвалы от знакомых, лайки под фото в соцсетях. Если питомец больше не вызывает былых восторгов, что ж, эта игрушка поломалась, принесите следующую. Не грызет ли душу хозяев червячок сомнения, когда они принимают решение расстаться с домашним любимцем не потому, что изменились их жизненные обстоятельства, а просто из-за того, что собака надоела? Нет. И тогда судьба брошенного пса, увы, печальна. Именно так и произошло с Мэвериком, старой немецкой овчаркой, с которой обошлись с хладнокровной жестокостью. Хозяева, супружеская пара, были очарованы пушистым комочком, весело прыгавшим вокруг них, пока муж с женой выбирали собаку. Они ни минуты не сомневались, это идеальный компаньон. В их большом доме немецкая овчарка, прекрасно воспитанная, сильная, отважная, то, что нужно. Мэверик не подвел. Он был энергичен и подвижен, находился в идеальной физической форме. Пес готов был подолгу сопровождать хозяев в дальних прогулках по лесу. Все были невероятно счастливы вместе, казалось, это навсегда. С возрастом Мэверик, конечно, уже не был таким живым и активным. Но это нормально, никто не молодеет. Сам пес, казалось, совсем не удручен переменами, произошедшими с ним. Он по-прежнему был совершенно здоров, просто желание побегать все чаще сменялось на стремление полежать у ног обожаемого хозяина, щурясь на огонь в зажженном камине. Он не знал другой судьбы и не представлял себе, на какое предательство способны родные ему люди. А хозяева уже некоторое время с опаской присматривались к нему. И обсуждали, каким был Мэверик и каким стал теперь. «А ведь это только начало», — говорили они, — «что же ждет нас потом?» Будущее рядом со стареющей собакой не на шутку тревожило хозяев. Это слишком серьезная ответственность, делились они друг с другом, ведь дальше пойдут болезни, немощный пес станет обузой. Подтверждение своим мрачным мыслям супруги получили в интернете. Там они прочитали, немецкие овчарки в старости могут серьезно страдать недержанием, а еще у них все шансы заболеть онкологическим заболеванием. Так, постепенно убеждая друг друга, супруги приходили к мысли, с Мэвериком надо расстаться. Ведь это может стать для них непосильным бременем. Не лучше ли будет для всех отдать его в собачий приют, а себе заведут нового щенка, ведь они так любят собак? А Мэверик до последней минуты не подозревал о надвигающемся несчастье. Но оно пришло. Даже оставшись в приюте, он долго не верил в то, что обожаемые хозяева, смысл всей его жизни, навсегда покинули его. Здесь, в чужом месте, где пес никому не был нужен, он вначале не понимал происходящего. Пес остался совсем один со своей бедой, окруженный лишь другими собаками и заботливыми, но такими чужими сотрудниками приюта. Мэверика охватила тревога. С этим чувством он жил непрерывно. Те, кто ухаживал за ним, очень старались скрасить ему существование, разговаривали, гладили, были ласковы. Но они были чужие. Где же те, кто всегда был рядом? Куда они делись? На смену этому состоянию пришла апатия. Казалось, пес понял, с бывшими хозяевами он больше не увидится никогда. Смирившись с утратой, он совсем погас, осунулся, стал безразличным ко всему. Нужно было срочно что-то делать. В приют, конечно, постоянно приходили те, кто готовы были взять к себе собаку. Однако шансы обрести дом у пожилого пса были невелики.
Ведь крошечные пушистые щеночки такие милые. Их забирали сразу, в то время как взрослые собаки могли прождать удачу долго или вообще не дождаться никогда. И сотрудники приюта решили попробовать помочь несчастному старому ПСУ, опубликовав его грустную историю в соцсетях. Рассказ прочитало множество подписчиков. И в приюте постепенно стали появляться другие посетители, знакомые с судьбой Мэверика. Но с новыми хозяевами уходил каждый раз кто-то другой. Потом удача, наконец, улыбнулась и Мэверику. Супружеская пара явилась за ним, и вскоре пса уже выводили за ворота приюта. По пути до машины немецкая овчарка выглядела невероятно удрученной. Пес осознавал, что жизнь вновь делает крутой поворот. Но не понимал, чего именно ждать теперь, когда его уже раз жестоко предали. Вероятно, пес в глубине души надеялся, что за ним вернулись прежние хозяева, потому что, завидев незнакомых ему людей, нагнул голову и остановился, не доходя до машины. Однако женщина, казалось, не обращала внимания на терзание, спокойно пристегнула к шее собаки новый ошейник, погладила, ободряюще позвала за собой. И весь оставшийся до машины путь те, кто смотрел Мэверику вслед, наблюдали за его молниеносным преображением. Казалось, с каждым шагом немецкая овчарка наливается силами и молодостью, его шаг становился все более легким и уверенным. А улегшись на сиденье автомобиля, пес заулыбался, он понял, что страдания позади. Он ехал домой в свой новый, счастливый дом. Работники приюта просто не могли не поведать всем счастливый конец этой грустной истории, и это имело невероятные последствия. Увидев, какое счастье новые хозяева подарили Мэверику, многие захотели сделать то же самое. Теперь больше людей стали посещать приют и забирать собак. Мэверик и его товарищи по несчастью уже помогли многим. Пусть у него все сложится хорошо.